Всем привет, это снова я, Андрей Борисевич и Piper Meridian. Прошло пару дней после наших полетов на Меридиане. Я честно скажу, что я летал на нем не очень много, всего лишь 3 полета у меня было на этом самолете. И я дал себе немножко времени, буквально 2 дня, переспать с мыслями об этом самолете и сделать какие-то свои выводы. Немножко картинка уложилась в голове, и я сейчас хочу вам рассказать некоторые выводы, которые пришли мне в голову. Хотя я стараюсь быть объективным и не рассказывать свои личные впечатления, но без этого никуда не денешься. Все-таки это обзоры, и без своего собственного мнения тут никак не обойтись, поэтому выводы о Piper Meridian прямо сейчас. У самолета Piper Meridian герметичная кабина, что позволяет ему летать на высоте до 28 тысяч футов или 8,5 километров. Здесь проходит система наддува кабины, когда мы наверх поднимаемся. На высоте 28 тысяч футов самолет развивает скорость 260 узлов или 480 километров в час. Расход топлива 40 галлонов или 151 литр в час на этой высоте. Скороподъемность самолета достигает 1500 футов или 460 метров в минуту. При благоприятных погодных условиях дальность полета 1000 миль. Это примерно расстояние от Майами до Нью-Йорка. Вместимость топливных баков 172 галлона или 651 литр. Для заправки самолета используется топливо Jet A. В самолете Piper Meridian 6 мест. При 6 пассажирах на борту мы берем половину бака. При полных баках мы сможем взять только 3 человек средней комплекции. Чем больше я смотрю на Piper Meridian, тем больше мне приходит в голову мысль о том, что все-таки этот самолет не для пилота. Этот самолет идеально подходит для пассажира, который летает сзади. Для пилота этот самолет крайне неудобен. То есть для того, чтобы в нем комфортно мог летать пилот, он должен быть примерно моего размера. То есть это 170 сантиметров, плюс-минус 80 килограмм, не суперплотного телосложения, и тогда вы сможете, в принципе, успешно залазить и вылазить из кабины для пилотского кресла. О, ты вошел! Вот так. Ну, неплохо, ты справился. Перекинуто этой ногой. 1 минута 35 секунд. Я не помещаюсь. Ну, реально не помещаешься. Они же нельзя? А нету. Так вот в чем было. Назад отъехать можно, но ниже ты не станешь от этого. Так, Всё. уже 2 ноги на педалях. Не, Ну, ты хорошо смотришься сзади, я тебе скажу. То есть через полчаса полета твоя голова будет все время наклонена на 30 градусов вправо. Конечно, вот так вот. Я бьюсь, мне неудобно, вот это мешает. Конечно. Самый идеальный сценарий для владельца этого самолета — это летать вот здесь вот, сзади, на заднем сиденье, иметь своего пилота, который сидит впереди и управляет этим воздушным судном. При этом вы не должны быть супер крупным, потому что вот я 170 сантиметров, и у меня запас, ну, грубо говоря, сантиметров 5-10, может быть, не больше. Если вы ростом 190 плюс, я думаю, что вам будет абсолютно некомфортно как в кабине у пилота, так и на пассажирском кресле. А ты сколько? 1,90 м. 1,90 м? Такое, блин. Ну, то есть ты тоже как бы не сильно помещаешься, я вижу. Да. Вот так вот. Вот, да, вот так я имел в виду. Нормально. Во-во. Вот так я не пристегнусь. Ага, понятно. Вот это очень красиво. Вот это вот прям. И так долго не пролетит. Ну, это такое, это, наверное, в таком положении, ну, короче, с вашими размерами, наверное, вы будете лететь не больше часа, я думаю. Иначе вы просто вскроетесь. Ну, мне на передней чашке слева некомфортно в том, что слишком близко находится под левой рукой, у тебя очень близко находится кабина. И тебе все время приходится немножко в сторону. Да. И когда ты немножко смещаешься вправо, я вчера после 3 часов полета, у меня просто справа вот здесь вот в бочине такой, я почувствовал, что у меня вот такой вот изгиб. И это, конечно, не круто. Сзади мы можем видеть 4 кресла капитанского расположения. Спинки откидываются, они регулируются. Посередине есть
столик, достаточно неплохой. И для работы, мне кажется, очень даже удобный. Вот фактически я сейчас изображаю пассажира, который сидит на заднем кресле. Я могу сказать, что это офигенно комфортно. Вот, я вытянул ноги, у меня куча места до следующих кресел, у меня есть столик, и я могу заниматься здесь какими-то делами, разложить бумаги или поставить компьютер и лететь комфортно и в тишине много-много часов. Совершенно точно. И если рядом со мной будет сидеть еще один человек, я думаю, что мы не будем стеснять сильно друг друга. Сейчас сяду поровнее немножко. Если впереди меня будет сидеть еще 1-2 человека, это будет абсолютно комфортно. Я не чувствую, что мы здесь как-то будем стеснены и друг другу будем мешать. Как видите, у любого пассажира есть некоторые маленькие радости. Это, например, подсветки различного рода. Вот. Для чтения или просто Cortese Light. Это подключение наушников. Наушники подключаются для каждого пассажирского места. А место лид-пассажира, лид-пассажир это считается главный пассажир на борту, который я сейчас занимаю, оно имеет помимо того, что подсветку, оно еще имеет свой собственный вход. Можно подключить сюда свою собственную музыку на свои микрофоны, регулировать громкость и переключать каналы для радио. Шторки на окнах очень удобно. Ну и прочие элементы, то есть здесь работает хорошо кондиционер, позволяют мне с уверенностью говорить, что это такой достаточно комфортный, прекрасный, шикарный самолет для пассажира. Вот, собственно, выводы относительно пассажирской кабины. Мне очень нравится самолет именно с точки зрения пассажира. То есть, представляя себя летящим на высоте 28 тысяч футов со скоростью 260 узлов где-нибудь по Европе или даже по Америке, или неважно где абсолютно, 4 часа я могу в этом самолете просидеть совершенно спокойно. Да, здесь нет туалета, но если вам очень хочется, и вы lead-passenger, который летает один, и вас рядом никого здесь нет, пожалуйста, поставьте себе туалет впереди, обычный биологический биотуалет или на это сиденье, или просто компактный убирающийся туалет, который можно оставить сзади, и можете им пользоваться в дороге, хоть по малой нужде, хоть по большой. Я не вижу в этом никаких проблем, потому что меня часто спрашивают, посоветуй какой-нибудь самолет в районе $1 миллиона, но чтобы он был с туалетом. Но, в принципе, Piper удовлетворяет требованиям такого рода клиентов. Единственное, что, конечно, туалет нужно иметь с собой, биотуалет, который можно выносить и заносить. Стационарного здесь нет и, скорее всего, не будет. Теперь пойдем на улицу и поговорим о том, какие выводы я сделал об этом самолете с точки зрения его эксплуатации, эксплуатационных расходов, характеристик и насколько он вообще экономически эффективен, хорош и так далее. Итак, Piper Meridian. Прекрасный самолет, великолепный самолет, очень хорошие характеристики. Несколько слов и моих выводов персональных, мое личное мнение об этом самолете. Плюсы и минусы. И как обычно мы можем все это обсудить с вами в комментариях. И высказывайте свою точку зрения. Если кто-то имеет опыт работы и полетов на Меридиане, пожалуйста, пишите в комментариях. Если кто-то хочет его приобрести, пишите в комментариях. Если кто-то хочет подискутировать о моих выводах и о том, что я думаю об этом самолете, пишите в комментарии. И как обычно, подписываемся, ставим лайки, рекомендуем канал своим друзьям. Чем больше людей меня смотрят, чем больше лайков я получаю, тем больше у меня мотивация делать для вас новые видео. Всегда хочется видеть какой-то фидбэк и понимать, что вам интересно то, что я делаю. Когда я вижу 20 тысяч просмотров, меня это радует. Когда я вижу 2000 просмотров, я больше не хочу заниматься YouTube. Поехали. Выводы про Piper Meridian. Итак, я думаю, что это очень хороший аппарат. Но есть несколько нюансов, на которые я хотел бы обратить внимание. Давайте начнем с плюсов. Значит, плюсы этого самолета, они в принципе очевидны, они на поверхности. Первый плюс — это скорость. 260 узлов в высоте 28 тысяч футов — это прекрасный показатель. Всепогодность, то есть то, что самолет может лететь на большой высоте, это позволяет ему выбирать подходящий эшелон по ветру, по наличию облачности, по обледенению и так далее. То есть можно прыгать выше, 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 выше. 28 тысяч футов, я бы сказал, что это не, конечно, тот потолок, который позволит вам перелетать любую грозовую облачность, но в принципе
все основные плохие явления погоды, находящиеся на средних высотах, он позволяет перепрыгивать. Скорость, высота, комфорт для пассажира – это 3, безусловно, обалденных параметра, которые меня очень радуют. Четвертое, что я бы отметил, это очень хороший payload фактор, то есть полезная нагрузка, которую может нести данный конкретный самолет, это 1664 паунда, что в принципе 700-750 килограмм, если переводить в метрическую систему. Это позволяет взять 3 мужчин примерно моей комплекции на борт и полные баки и пролететь 1000 миль. 1000 миль это 1800 километров, то есть Майами-Нью-Йорк становится абсолютно реальной историей. Либо вы можете взять 6 пассажиров моей комплекции и половину баков, тогда вы пролетите 500 миль. В принципе, это тоже неплохо, самолет становится самолетом ближнего действия, но он может взять гораздо больше людей на борт. Что еще, мне кажется, очень интересного в этом самолете? Ну, понятно, погодный радар, я об этом уже поговорил. Погодный радар позволяет нам видеть всю картинку. Очень хорошая авионика, Garmin G1000, которую я очень люблю, с 3 большими экранами, 12 дюймов PFD с одной стороны, 12 дюймов PFD с другой стороны, огромный, не помню, 15-дюймовый телевизор посередине, небольшая панель с кнопками для управления типа кейпада. Все очень эргономично, и для пилота, в принципе, мне кажется, достаточно насыщенно с точки зрения информации. Вот ничего лишнего мне больше там и не надо. G1000, автопилот GFC 700, управление, все очень понятно, логично, эргономично и комфортно. Климат-контроль, кондиционер есть, обогреватель есть, фен есть, вентилятор есть. Хочешь — регулируй максимум, хочешь — минимум, температура крутится, все выставляется, проблем никаких не вижу. Герметичный салон тоже, конечно, огромный плюс, не надо лететь в масках, то есть все герметизируется, кабина накачивается, великолепно. Единственное, что на этом конкретном самолете стоит не автоматический регулятор, а ручной, поэтому каждый раз приходится подкручивать ручку при наборе высоты и при снижении тоже уменьшать задаваемую высоту для компенсатора. Я знаю, что есть модели, у которых этот вопрос решен автоматически, там ничего ручками крутить уже не надо. Это, конечно, гораздо лучше и прикольнее. Теперь перейдем к минусам. Они тоже есть на этом самолете. Первый минус, который я бы сказал для меня, как для пилота, основной: в самолете крайне неудобно сидеть пилоту. То есть пилот находится в положении достаточно стесненном, потому что с левой стороны стенка кокпита, сверху надо мной, ну вот буквально 5-7 сантиметров, и как вы видели, Егор с ростом 190 плюс уже не помещается, голова вот такая. Справа сиденье довольно узкое, и даже при моей комплекции, не сильно, в общем, жирной, часть моей пятой точки находится за пределами кресла, и у меня все время такое ощущение, что еще немножко и я упаду. И поэтому приходится сжаться к левому краю, а здесь как бы стенка. И сидеть в таком положении, вот как изогнутая лягушка на протяжении 3-4 часов, вообще некомфортно. У пилота есть подлокотник, меня он немножко спасает. Когда вытаскиваешь и кладешь подлокотник, то правый бок можно опереть как бы на подлокотник, но это как-то немножко решает. Но в целом мне не понравилось. То есть эргономика пилотских сидений отвратительная. Второй минус — это входить и выходить. То есть залазить в кабину на пилотское место и вылазить — это мучение даже для меня. Я, в принципе, спортивный человек, но для того, чтобы я мог успешно это сделать, мне нужно произвести вот такое действие. Засунуть одну ногу, засунуть вторую ногу, как-то вот так вот повиснуть на левой, потом продвинуть еще раз правую и каким-то таким движением сесть. То есть, в принципе, я в Learjet сажусь гораздо комфортнее, чем в Meridian. Процесс, я вообще молчу. В плане эргономики для пилота и передних пассажиров Cessna 172 даже даст фору Meridian на раз-два. Это второй минус. При всем при этом, то, что как бы пилотская кабина рассчитана на человека моего роста, 170 сантиметров, я не в состоянии допрыгнуть и закрыть дверку. То есть мне, чтобы закрыть дверку на этом пайпере, нужно сделать вот так. Это, конечно, тоже странно, потому что если вы рассчитываете на небольшого пилота, так сделайте ему небольшой хлястик 10 сантиметров, который будет свисать сверху с дверки, и мне не надо будет прыгать, я просто смогу дотянуться и спокойно ее закрыть. Это таких 3 основных эргономических минуса, и теперь мы перейдем к экономике. И в экономическом блоке я расскажу, какие еще минусы я вижу в этом самолете.
Ну, про цену самолета я уже говорил, еще раз ее повторю. Данный конкретный самолет 2010 года с авионикой Garmin, вот в той комплектации, которую вы все видите в этом видео, он обошелся покупателю в 1 миллион 300 тысяч долларов. 1,3 миллиона. Много-мало решаете сами, у каждого свое. Я вам рассказал о самолете, вы сами решаете, стоит он этих денег или не стоит. Эксплуатационные расходы. По всем моим расчетам, и потому что я нашел в интернете, и то, что я посчитал самостоятельно, у меня получается $450 в час. Это эксплуатационная стоимость, то есть это чистый операционный кост данного конкретного самолета. Из этих 450 примерно 200 это топливо, потому что он жрет 40 галлонов керосина. Jet A, он должен быть с присадкой противообледенительной, он стоит у нас вот на поле там около $5. 40 умножить на 5 это $200. Где-то он стоит 3,60, где-то 3, а на Key West, например, 7. Когда я заплатил на Key West за топливо, 7 умножить на 50 галлонов, которые мы потратили на полет из Fort Lauderdale в Executive на Key West, 50 галлонов, 50 на 7, $350, мне стало немножко больно. Потому что на Цирусе все то же самое, я летаю туда-обратно, и у меня себестоимость получается около $200 на топливо, ну плюс там дополнительные косты, ну $400 это край. На этом самолете только топливо туда-обратно обошлось в 550. Если добавить эксплуатационные расходы, отчисления на амортизацию, на мейнтенс и все остальное, стоимость полета туда-обратно Key West обойдется где-то в $1000. В принципе, я бы сказал, что это дороговато. Для моего кармана в этом смысле Cirrus на расстоянии 200-300 миль экономически в 2,5 раза эффективнее, чем Piper Meridian. Но мы знаем все, что Cirrus не везет 6 человек, Cirrus не летает на скорости 260, но стоимость 1 мили в пересчете на Cirrus будет в 2 раза дешевле, может быть даже в 2,5. Я могу еще сделать отдельное это упражнение, потому что довольно интересно. Можете сами его сделать и написать в комментариях, что у вас получилось. Себестоимость Cirrus 22-го $150 летный час, и летит он со скоростью 160 узлов. Себестоимость этого самолета $450 в час, и летит он со скоростью 260 узлов. Возьмите и посчитайте, какие расходы у этого самолета на милю и у Cirrus на милю. Вы увидите, что у Cirrus она будет там в 2-2,5 раза дешевле, скорее всего. Я не делал математику, я сейчас в голове считаю. У Meridian она будет дороже. Но Cirrus возьмет 3 пассажиров плюс пилота. Meridian возьмет 6 человек, если он летит на короткое расстояние. Это минусы. То есть экономически я считаю, что самолет дорогой. Но если пассажир может позволить себе купить самолет за 1,3 миллиона, платить за него $500 в час эксплуатационных расходов и иметь своего пилота, это прекрасный вариант. Это прекрасный промежуточный вариант, позволяющий человеку пересесть с пистона, с поршневого самолета на бизнес-джет. Если прыгнуть напрямую сразу не удается, а это достаточно больно, я могу по себе сказать, что для меня расходы на полеты на пистоне, на поршневом самолете, ну, в принципе, они как бы сравнимы с расходами на автомобильное передвижение. Я не сильно заморачиваюсь. Если мне надо куда-то полететь, я могу взять Cessna или Cirrus и спокойно полететь. Я заплачу за это там 500, 600, 800 долларов, до 1000 мне будет комфортно. Летать на Меридиане мне уже как-то больновато. Когда я начинаю думать про джет, мне становится совсем больно, потому что на джете операционная стоимость часа будет выше $1000. И это в 2 раза больше, чем на Меридиане. Соответственно, если вы растущий бизнесмен и начинаете вкладывать в способ передвижения такой, как свой собственный самолет, то Meridian это хороший вариант подготовить самого себя и своего пилота, и самому морально подготовиться к расходам, которые будут ждать вас на джете. Следующий после Меридиана, конечно же, надо переходить на джет. Когда вы полетаете год, 2, 3 на Меридиане, поймете, устраивает ли вас дальность, вместимость, расход, операционные косты и так далее, вы можете спокойно выбрать себе следующий самолет, и это будет, конечно, уже какой-то бизнес-джет. Может быть Cessna Citation, может быть Vision Jet, может быть Honda Jet, зависит от кошелька, от расстояний, которое приходится летать, и от количества людей, которые с вами летают. Пользуясь случаем, пока я здесь, я хотел бы еще записать небольшой комментарий по поводу такой модификации Piper Meridian, которая называется Jet Prop.
Что такое JetProp и вообще почему я об этом вспомнил? Потому что клиент, который купил данный конкретный самолет, он пришел ко мне с заказом конкретно на JetProp. Он сказал: Андрей, я хочу JetProp, вот два варианта на контроллере, пожалуйста, изучи и купи мне один из этих двух самолетов. Я сказал: окей, нет вопросов. С JetProp я раньше не имел дела, с Piper Meridian тоже не особо, много слышал, много читал, но сам не летал, поэтому я начал изучать вопрос глубоко и выяснил несколько важных вещей, которые, мне кажется, нужно знать всем. JetProp — это переделанный М350, у которого стоял поршневой двигатель, который из самолета выкидывается. Носовая часть самолета удлиняется и ставится двигатель PTSX-35, то есть уменьшенная версия 42-го. Она имеет, не помню, по-моему, тоже 500 лошадиных сил или 600 лошадиных сил, но она чуть компактнее, то есть двигатель PTSX-35 чуть меньше в размерах, чем 42-й, и за счет этого посередине появляется дополнительная багажная секция. Вы этот самолет легко отличите даже по картинкам, у него реально длинный вытянутый нос, сильно длиннее, чем этот, заметно длиннее. Появление дополнительного багажника в носовой части — это, конечно, прикольно, это круто, но у самолета гораздо меньше useful load. Вот это самая большая проблема. Поскольку это пистон изначально, который переделан в турбопроп, у него максимум take-off weight, по-моему, 4600. Я сейчас боюсь соврать. У меня есть все цифры записанные в Excel. 4600 максимум take-off weight против 5100 у этого самолета. Я говорю в паундах. И за счет этого полезная нагрузка не 1600, а всего лишь 1200. 1200, когда вы заливаете туда топливо, а там не 170 галлонов, а 120 галлонов, топливные баки, у вас остается 300 паундов. 300 паундов — это 2 человека моей комплекции, даже 1,5, даже не 2, или один крупный человек. То есть, залив полные баки в JetProp, вы сможете лететь только один, будучи пилотом. А если вы хотите взять и пилота, и пассажира, вы уже 120 галлонов не зальете. А 120 галлонов даже при меньшем расходе, то есть он будет жрать не 40 галлонов, как PTSX-42A, он будет жрать 30 галлонов, может быть 32 галлона. Да, вы сэкономите немножко на топливе, рейндж у вас будет плюс-минус такой же, плюс-минус те же самые 1000 миль. Стоимость операционного часа будет меньше, вы будете, может быть, на $100 меньше тратить в час, но имеет ли это смысл? Решать вам. Пишите в комментариях. Может быть, кто-то летал на JetProp, может быть, у кого-то есть большой опыт на JetProp. Пожалуйста, комментируйте и оставляйте свои впечатления. Я поступил другим путем. Я отговорил своего клиента покупать JetProp и уговорил его купить данный конкретный самолет. Кстати, в JetProp нет Garmin. JetProp на Авидайне, это авионика. И все JetProp переделаны с самолетов 2007, 2008, 2009 года. Поэтому я считаю, что мой выбор был абсолютно правильный. Piper Meridian 2010 при той же самой цене бьет JetProp просто наповал. Но это мое личное мнение, можете поспорить. Надеюсь, вам было интересно. Мне Piper был безумно интересен. Я к Piper относился достаточно скептически, но к пистонам. На турбопропах я раньше не летал, поэтому мне очень понравилось. Это мой первый тип турбопроп, который я освоил, с двигателем PTSX-42A. Еще хотел отметить, что этот двигатель, как мы помним, зарезан по мощности. То есть оригинальный PTSX-42, он имеет 750 лошадиных сил. Данный двигатель на этом самолете имеет 500 лошадиных сил. Я понимаю, что они это сделали для уменьшения расхода топлива, да, то есть 40 галлонов в час жрет этот самолет, и немного, но вроде уже и немало. Если бы его не зарезали, он бы жрал 50-55, скорее всего. Но мне кажется, что, может быть, можно было оставить и всю мощность и дать ему чуть больше скорости. Если бы он еще летел 300 узлов, а не 260, я был бы вообще абсолютно счастлив. Летайте на прекрасных самолетах, покупайте себе самолеты, покупайте себе свободу. Это ваша свобода передвижения и ваш свободный график, и ваше свободное время. Пока. С вами был Андрей Борисевич. Пишите свои комментарии. Если у вас есть вопросы, оставляйте их внизу. Если вы хотите купить самолет аналогичный этому, пожалуйста, пишите мне лично в почту. Я обязательно для вас что-нибудь подберу. Пока.